Понятно. Почему учителя заставляют делать то, что ты и так хорошо умеешь? Я считаю, Или именно? что, ну, я считаю, что это справедливый вопрос, поэтому учителя должны, мне кажется, некий дифференцированный подход, значит, иметь. Почему? Потому что если ребенок что-то хорошо умеет, ну, найдите ему то, что он плохо умеет. И тогда и претензий никаких не будет. Хорошо, подтягивай, чтобы у тебя дырок не было, чтобы ты мог очень ровно по всем темам проходить. А то ты, например, одно изучил, а другое не изучил. Ну, и чё? Ждать, что тебе, так сказать, на тот или иной тест или тот или иной билет попадет где-то, значит, и что это будет знакомая для тебя тема, но это такое сомнительное удовольствие. Это больше к студентам. Зачем писать грамотно? А, Зачем писать грамотно? Ну, я думаю, что в первую очередь это уважение к русскому языку. А про русский язык, я думаю, что каждый из вас без меня тут может развернуть лекцию на 2 часа о том, что значит, сидит в основе. Это одна из как бы тех невыбитых еще из нас основ, которые позволяют сохранить человеческое в человеке. То есть, когда человек пишет, не используя знаки препинания, когда он сознательно коверкает слова или пытается разговаривать на олбанском языке, да, или там еще какими-то суррогатами, то в конечном итоге это изменяет его структуру и систему мышления. Да? То есть можно там, читать долгую лекцию по поводу того, как у него что атрофируется и как центры сбиваются, но пусть поверит на слово, что это так, сбиваются. Вот, это первое. Второе, но можете не писать грамотно, но тогда, условно говоря, вас сразу будет видно, и я думаю, что, ну, может быть, у сверстников это не настолько остро, но, по крайней мере, для всех людей постарше, кто грамотен, это сразу будет как таким ярлычком, да, то, что что-то здесь не то с ребенком. Явно какой-то дефект наблюдается. Еще, Юлечка, извини, еще это показатель того, что ребенок не читал книг. Ну, то, что сейчас мало кто читает, это понятно, но гордиться здесь нечем. Ну, то есть, реально, я бы вот это вот нивелировал, а никак не выпячивал наружу, да, и не показывал, что, соответственно, я настолько безграмотен, потому что не читал, не писал, ничего не хочу, отвалите все. Ну, Ну, сложно им будет вторую часть вот твоего ответа донести. Им даже нравится коверкать специальные слова. Первая часть, мне кажется, доходнее зайдет, что если ты не знаешь русского языка, то в тебе а не разворачиваются все эти процессы, которые разворачиваются. Тут прекрасно. надо У нас на это есть великолепный советский мультфильм «В стране невыученных уроков». Вот туда, пожалуйста. Там про казнить нельзя помиловать, там, значит, про 1,5 землекопа или сколько там. Вот как бы картинки с выставки. Там про это корова, которая булки жрет с дерева, плотоядная и так далее. Там пересмотрите, все снято прекрасно. И спорить даже не надо. Я считаю, что казнить нельзя помиловать. Это прекрасный вот, пример того, значит, как можно лишиться головы. Не шучу. Сейчас еще вспомнила момент такой, что неразвитая речь может быть признаком, ну, такая скудная, неразвитая, может быть признаком психических отклонений еще. Да, да. И, значит, это тоже является одним из показателей. А так как их становится во всех смыслах очень много вокруг нас, то, соответственно, это то, что должно настораживать как минимум. Настораживать. Я не говорю о дальнейшем. Так, следующий вопрос про географию. Зачем, как, вернее, связать географию с жизнью в начальной школе? Слушай, я думаю, что через визуальный ряд, через образы. Почему? Потому что, ну вот смотри, наши не особо, у нас было только вот в мире животных, да, и этот самый клуб путешественников. А когда пошли сюда вот эти западные каналы, то вот National Geographic, да, и вот все такого рода вещи, они показывали очень красивые картинки. Я думаю, что если педагог будет демонстрировать красивые картинки природы, то у детей рано так или иначе возникнет какой-то резонанс с тем или иным местом, там, с теми или иными пространствами. И я думаю, что вот за это надо цепляться. Потому что не просто толдычить им, что у нас там высота Уральских гор такая-то, там, а Эльбрус у нас там 5 с копейками. Ну, что там, ну, послушали и так далее. А вот показать этот Эльбрус с разных видов, а показать этот Урал с разных видов, понимаешь, а рассказать о том, что посмотрите, как это красиво и как это вытанцовывается, это ого-го. Поэтому я бы с визуализации начал в данном случае.
По литературе вопрос, почему одни и те же произведения изучаем много лет, мир ведь меняется. Здесь надо тогда понять, о каких произведениях идет речь. У нас программа по литературе в школе несколько раз перелицовывалась. И я бы очень как бы был рад, если бы этого Солженицына вытянули из обязательного изучения. Не знаю, когда это сделают. Вот. А мир-то меняется, понимаешь, мир меняется, и действительно можно было, но я бы даже не убирал, а какие-то вещи добавлять. Почему? Потому что в мире становится все меньше красивого, да? А наши классики писали красивым русским языком. Наши переводчики, которые переводили западников, писали красивым русским языком, который благозвучен был для слуха. И если вообще все это убрать, если вот всю вот эту поэтику убрать, орфоэпию убрать, да, вот эти тексты убрать, вот эти вот, которые позволяют что-то внутри пробуждать хорошее, если музыка исчезнет, здесь мир рухнет, его просто не будет. Поэтому это последние как бы бастионы, которые не должны пасть. Вот. И это как раз, возможно, будет вас характеризовать как культурного человека. Это такое состояние, которое не купишь, которое никому не присваивается. И в разговоре можно понять, читал что-нибудь человек или не читал. Поэтому я бы тут именно как последние бастионы, которые вот сохраняют красоту. Вопрос от Нади Афонькиной. У меня такой вопрос. Как подводить детей и себя в том числе к научным открытиям, которые заложены в матчасти? Виталий и Гара часто об этом говорят, но у меня есть пропасть в понимании, как... Очень просто. Очень просто. Смотрите. Значит, представляете себе синусоиду, да? Ну, вот обычную, да? Это в простом случае таким образом изображается волна. Ну, с точки зрения физики, да? Замечательно. Значит, ей соответствует определенная частота. Соответственно, как бы, есть разные диапазоны, частотные и волновые, на которых лежат разные знания. Так вот, если мы говорим о гениальности, о великих открытиях, то это диапазон сверхдлинных волн. Соответственно, как себя вывести к этому? Ну, очень просто. Что у человека в соответствии значит, с его сохранностью, с тем, что у него есть, что может у него сонастроиться с мирозданием для того, чтобы срезонировать это? Ну, в первую очередь, сердце. Соответственно, для того, чтобы значит, задавать такие ритмы и сопрягаться с чем-то, где есть вот эти самые знания, необходимо впереди планеты всей свои сердца и правь, и славь, и центральное сердце освободить. Освободить от вот этих вот нанесенных эмоциональных переживаний. Освободить от этих встрясок, вот от этих рубцов. И заставить свое сердце работать в унисон с мирозданием. То есть учиться встраиваться, так сказать, в это. Да? Учиться сопрягаться. По мере значит, подхода к этому будут доступны все более, так сказать, интересные пространства. И тогда уже встанет вторая задача. Войдя в это состояние, да, срезонировав с этим, добиться устойчивости этого состояния. Потому что тема-то не в том, чтобы куда-то скакнуть, прикоснуться к чему-то, да, понять, что там, по ощущению, что там кайфово, и уйти обратно, что там все знания есть. Нет. Задача состоит в том, чтобы дальше начать проводить сюда эти знания. А чтобы проводить сюда эти знания, здесь уже недостаточно одного сердца. Здесь должны быть каналы проведения. Вот те самые, которые должны обладать устойчивостью. То есть в обязательном порядке у человека должно присутствовать бескорыстие. Для того, чтобы достраивать вот этот разрыв, который между 4 нижними телами и верхними телами. Да? Нет у человека бескорыстия, до свидания. Никаких знаний своих через себя ты не проведешь. Ты можешь чужими тогда пользоваться. У человека должна в этом смысле быть чистота, да? Опять же, ты же физик, покажи, что такое, так сказать, когда течет ток, и что делать, если в цепь воткнуть сопротивление. Что будет, да? Вот ваше сопротивление. Это же не мы сопротивляемся, это вы сопротивляетесь, это вы через себя провести не можете. Какое должно быть сечение этого проводника, да? Когда у нас что? Покажи, что такое, когда ток бежит по толстому проводу, и когда ток бежит по тонкому проводу, да? Чего можно достичь. Ну и так далее, и тому подобное. Там можно примеров-то немерено предложить, да?
для того, чтобы... Это же все такие простые вещи, которые легко продемонстрировать в рамках одного класса. Вот. И тогда, если получается, что у человека достаточно чистоты, если у него чистый посыл, если у него присутствует бескорыстие, есть тяга к познанию, то под запросы, под свой резонанс он сможет сопрячься с теми пространствами, из которых можно будет сюда что-то провести. Безусловно, это то, как правило, это не то, что что-то новое, с чем он первый раз такой, сталкивается. Нет. Все, кто с этим сталкивается, все, как правило, дорабатывают свое из старых жизней, из прошлых жизней. То, что не было закончено. Поэтому вы, по сути своей, сопрягаетесь со своим. Просто не все это могут сделать в силу того, что многие поистрепались, многие, так сказать, попереживали, многие пришли и забыли уже, чем занимались и так далее. Но это все абсолютно, излечимо, что называется. Каждый человек при приложении к себе определенных усилий, может привести себя в божеский вид, может привести себя в порядок и стать этим самым совершенным проводником. То есть, еще раз, сердце, центры, и устойчивое состояние. Почему центры верхние? И, почему я бы предложил расширять здесь кругозор? Почему? Потому что у нас все знания, самые интересные, они на стыке всего находятся, да? Они могут собираться из разных наук, как пазлики такие. Так вот, для того, чтобы у вас собирались эти пазлики, вы должны, скажем так, хотя бы в общих чертах представлять, что здесь делается, что здесь делается, что здесь делается, что здесь делается. И тогда связывать это в точке приложения. Чтобы у вас пробелов не было, чтобы у вас как можно шире был вот этот охват, вот эта полянка была. Понятно, Надя, или еще в какую-то сторону я могу дальше рассказывать? Ты просто акценты делай. Да, сейчас я как раз хотела сделать акцент. Это все понятно, супер. Сейчас в физике есть определенный мат-аппарат. Угу. Если ты хочешь сделать научное открытие, ты должен каким-то образом этот мат-аппарат приложить, да. А он весь упирается в ограниченные средства. Да. То есть, если ты хочешь в науке сделать открытие, тебе нужно... то есть, применительно к образовательному процессу. Мне вводить туда им в уроки детям мат-аппарат, чтобы они там матрицу учились умножать и так далее. По запросу. Смотри, по запросу. Почему? Потому что дело все в том, что те знания, те открытия, которые будут в ближайшее время, они не смогут описать существующим мат-аппаратом. Хоть ты там убейся. Вот. Они должны свой протащить. Они должны свой протащить. А под это и есть та самая, те самые многомерные символы, часть из которых я буду показывать в Перельмане, да? А дальше уже будет зависеть от того, насколько эти символы разворачиваться будут в пространстве. Но это совершенно другая песня. Для этого, в первую очередь, для того, чтобы чтобы условный молот Тора здесь развернулся, да, для этого надо пространство подготовить. Потому что в противном случае, кто фильм про Тора смотрел, да, сидит этот молоток, его хрен выдернешь оттуда, и ничего с ним не сделаешь. И никто поднять не может, и не понимает вообще, как эта вся штука работает. То есть, для того, чтобы это работало, летало, и, дело определенное запускало реакции, должна быть среда готова. И тут мы тогда переходим к понятию сознательной среды. То есть, я бы тут разделил. Те, кто хочет действовать в рамках существующей научной парадигмы и гоняться за Нобелевками и так далее, за другими премиями, тем, да, это надо обязательно в порядке осваивать. Потому что есть куда дальше топить. Тем, кого это не особо парит, это признание как таковое, официальное, международное, не нужно. Можно в части касающейся ознакомиться, но без фанатизма, что называется, потому что это тоже требует определенного погружения, да? Да. Ладно, надо подумать. Конечно. Так, ты сказала про музыку, физику, математику, и Люда спрашивает Пузырева, через золотое сечение примеры, изученные Шаубергерами по спиральным завихрениям в природе и пифагорейскому монохорду. Можно ли это сделать? Можно, но это же не я буду лекцию читать, это Люда будет лекцию читать. А начал бы я с простого. Я бы притащил, дай ей взаймы свой маленький аммонит. Пусть они, исследуют его и начнут его мерить линейками, посмотреть, какие там углы, как это можно с точки зрения геометрии эти углы разложить, где там у нас золотое сечение в конце концов выплывет и так далее. Вот.
можно, значит, сделать свою последовательность, потому что у нас кроме, я, по-моему, тоже про это уже рассказывал, у нас есть известные ряды, например, да, там ряд Фибоначчи есть, там ряд Люка, там есть еще что-то. Могу вам предложить такое. Берете два простых числа. Ну, не простых, в смысле, а два обычных числа, любых. И начинаете, так сказать, складывать, прибавляя одно к другому, потом следующее, 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 следующее. Вот. А потом, значит, делите получившееся на предыдущее. Так вот, я вам могу сказать, что любые два числа на 21-й итерации дают как раз золотое сечение. Проверьте потом, это, значит, это любой ребенок может сделать как бы из любой числовой последовательности. Поэтому, значит, тут ничего такого нет. Просто здесь в чем тема-то? Тема в том, что более-менее приближение такое наступает на 11-й операции, да, а на 21-й получается, ну, практически точно вот фи. Вот это вот, да. Это о чем говорит? Это говорит о том, что у нас все в природе, даже вот эти вот, казалось бы, кургузы и числа, да, вот, которые у нас внесены, они как бы все равно, и их тоже можно привести. Если запустить их в какую-то штуку, которая как бы, с которой можно что-то поделать в силу ряда итераций. Вот о чем идет речь. Так, это 2 умножить на 3 будет 6, а 6 Нет, умножаем. не умножить, складывать. 2 плюс 3 – 5. Значит, 5 плюс 3 – 8. Ну и так далее. Можно любые два числа взять, там, например, 17, 19. Дальше прибавляем следующее, а потом начинаем делить на предыдущие. И посмотрите, так сказать, какая там будет размерность. Вот. Но это такая там простая вещь. Причем можно это делать как в плюс, так и в минус. То есть, если мы по вот этой вот по оси x там отложим, да, то можно как бы и с отрицательными играть. Тогда мы получим вот эти вот завихрения, которые напоминают собой рог изобилия. Вот этот вот. Это не аммонит в том виде, потому что в аммоните там другие штуки. Но вот такая вот завихренность там будет присутствовать. То есть, здесь геометрия в помощь, там можно любые экзерсисы рисовать. Тебя тоже нет, она в поезде, но просила задать тебе вопрос по астрономии. Как лучше и понятнее отдавать астрономию детям и подросткам? Какие темы по астрономии рассмотреть в первую очередь? В первую очередь надо рассмотреть тему парсека. Это первое. Почему? Потому что ты не читала физику, значит, а если бы ты прочитала главу парсек, ты бы возбудилась, и там прямая отсылка есть к детям, и сказано, что делать с детьми. Но так как вы все не читаете книги, то я вам напоминаю, что глава парсек крайне важна. А потом провести у себя конкурс сочинений на тему того, что такое парсек, не рассказывая пока об этом детям, интересно, что они вспомнят. А потом можно им рассказать, какие есть эталонные состояния, что с чем сравнивается, и причем тут свет и светимость. Обалдеть. И это про астрономию, да? Это впрямую про астрономию, потому что это астрономический термин. Угу. Это в нашей книге есть. По физике. А вторую тему какую взять? С чего про звезды рассказывают, да? Слушай, я бы сделал вот что. Я бы тут посмотрел вот эти все, то, что Висталия рассказывала, все многочисленные ролики по звездам, да, и посмотрел бы из практических рекомендаций, кто ходит на звезды и что от этого может быть. И заинтересовать их с точки зрения того, какие при резонансе с тем или иным небесным светилом, с той или иной звездой могут случиться преобразования внутри себя, которые легко почувствовать. Почему? Потому что дети-то ничем хороши, они же врать не будут, да? То есть их можно сонастроить с этим, потом рассказать, опишите ваши ощущения. И я уверяю, что они же из пальца не высосут, они же не начитались умных книжек, не выучили терминов. Да, они расскажут так, как оно есть на самом деле. В этом большой плюс. Да. У нас таких лекций, достаточно много, мне кажется. Надо просто их еще раз проштудировать, пробежать, посмотреть, где есть практические рекомендации, как ходить, что делать и на что они могут повлиять. Ну, вот ты правильно сказал, что надо взять тех, кто как бы ходит на эти звезды и что-то там чувствует из наших и видит, чтобы они подключились к этой работе. Да? Можно, да. Надо взять тему звезды внутри нас. Вот Висталия подсказывает, тут надо взять тему звезды внутри нас. С этого начинать. И с этого начинать. И как ее раскрывать, через что? Догадайся с двух раз. Сочинения пусть пишут. Дети? Понимаешь? Ну, не взрослые же. Взрослые начнут тебе терминами шпарить, которые они в школе выучили, да? А нам надо, чтобы по-честному все было.